Добрейший вечерочек, это вечерний Шуберт. И сегодня мы испытаем DaVinci Resolve Studio, программу, входящую в комплект камеры Урса. Это лицензионный Blackmagic DaVinci Resolve. И сейчас мы наконец-то его испытаем. Установим на компьютер. Что нам предлагает в коробочке Blackmagic? Такая вот коробочка простенькая, достаточно, и в ней находится, обратите внимание, флешечка и, значит, с записью этой карты, то есть SD-карточка, точнее, это SD-карта, и флешка, ключ. Это ключ, донгл называется, Resolve. И карта памяти SD. Обычная SD-шка. Сейчас мы поставим это все на ноутбук. Я никогда до этого не пользовался лицензионным DaVinci, всегда использовал DaVinci, которая скачивалась бесплатно, то есть бесплатно распространенную версию, которая, урезанная версия. С лицензионной я никогда не работал, но сейчас мы попробуем, что она дает. Говорят, там много разных функций, трекинга, и подавления шумов, и самое главное, что она может работать с разрешением 4К и 4.6К, то есть использовать полные возможности Урсы. Поэтому необходимо ее установить. Итак, пробуем. Как ее ставить, не знаю, первый раз все делаю, видите, при вас. Первый класс. Инструкция тут тоже не написана. Ничего не понятно. Такая версия здесь 12.5. Сейчас я посмотрю, какая будет. 12.5, 1.034. Такая версия. Next предлагает нам поставить. Соглашаемся. На диск C. Устанавливаем, то есть пока что ключик нам не требуется. Видимо, его нужно будет ставить для работы программы. Никогда не работал с такими ключами, но посмотрим. Что-то напоминает 1С бухгалтерию. Установим флешечки ее. То есть это даже никаких уже сейчас дисков не применяют. То есть раньше обязательно диск шел установочный, сейчас только все SD-карты. Так, все, программочка установлена. Где она у нас? Появилась или нет в новых приложениях? Blackmagic. Если имеете Visual Studio Dongle, ставьте, пожалуйста. Вставляем. И нажимаем ОК. Так, чудо не произошло. Вот устанавливается устройство сейчас. Ждем, что устройство устанавливается. Извиняюсь за пересвеченный экран. На телефон снимаю этот блок сегодня. Экспозицию немножечко скорректируем, чтобы было видно, что здесь все установлено. И сейчас, наконец-то, мы посмотрим программку. iPhone, к сожалению, не Урса, тем более снимает на фронтальную камеру, но, тем не менее, вы видите, что все-таки что-то вытянуто у нас. Сейчас добавим немножечко верхнего освещения, заполняющий свет. Вот, и теперь будет у нас больше диапазона и здесь вы увидите. На мою морду смотреть не обязательно, сейчас уже все пойдет у нас в программной части. Так, запускаем все приложения. Blackmagic Design. Запускаем Studio. Все, 12 Studio теперь версия, не просто 12 обычной DaVinci, а 12 Studio. Ну, посмотрим сейчас, чем она отличается кардинально. Но все те настройки, которые были у меня в старой версии, они сохраняются. Проекты, получается, сохраняются. Вот, но подцепим сейчас сюда карточку с материалом с Урсы. И посмотрим, что у нас как работает.
Это у меня версия для Windows обычная. Интересно, в этой поставке для Mac есть версия? Находим. Материал. Допустим, вот этот, который был снят прошлый раз на стадикам. Меня сняли мои ученики. И попробуем. Ну вот какой-то материал, да, у нас. Здесь уже открыт. Уже у нас открыт материал. Посмотрим. Настройки проекта. То есть появилась возможность устанавливать разрешение и Ultra HD, и 4906. И видите, какие большие появляются разрешения, возможность установки. То есть не только 2 и 3К, но и 4К. Ради чего не выпускается платная версия DaVinci? Это вот появилась такая функция, как Noise Reduction. Motion эффект называется она. Динамические удаления шумов. Сейчас выберем какой-нибудь зашумленный кадр изначально, вот, снятый Full HD. 120 кадров в секунду от того, шумящий, то есть весьма. Потому что матрица кропается, и при этом, если он снят в полутьме, видны очень сильно шумы. До 120 FPS. Сняли изображение. То есть шумы видны здесь отчетливо, я могу предложить. Но этот план достаточно зашумленный, потому что снимался в полутьме с одним источником света всего лишь. Тормаживаю, потому что он снят в полном разрешении 4,6К. Вот, теперь мы здесь попробуем тоже шумы подавить в каком-нибудь кусочке. Выбираем их. Все, то есть вообще ничего, то есть как будто бы на 200 единиц снимали. Сейчас мы отрендерим и увидим результат. Работает ли Noise Reduction и стоит ли платить за вот эти некоторые примочки, покупая DaVinci Resolve. Но я его не покупал, он достался мне прямо с камерой, то есть как бы навязывают таким образом его. Ну ладно, что ж, нормально все. Так, сейчас мы сделаем вывод этого всего, отрендерим, и вы посмотрите результат до и после. Такая шняга получается. То есть Wi-Fi пишет, что не хватает памяти графической карты при установке в высоком разрешении и с добавлением эффектов динамического удаления шума. Если мы разрешение сейчас уменьшим до Full HD,
что Noise Reduction будет у нас работать. То есть без проблем, в принципе. Такого дефекта нет, но в большем разрешении работать не можем, получается. Вот такой брак. Но это, возможно, вина моей системы и компьютера. Надо пробовать с другим компьютером завтра. Теперь проверим самое интересное. Извлечем ключик и попробуем запустить DaVinci. Запустится ли она вообще? Ключа нету, все. То есть теперь обратно отката к старой версии пока нет. Придется. То есть надо будет заново сейчас ставить бесплатную версию, если я хочу использовать, допустим, эту программу на платную. Здесь осталась только платная версия. Ну все, то есть теперь она заработала с ключиком. Добрейшего утречка, с вами сегодня утренний Шуберт. И сегодня в офисе попробуем установить DaVinci Resolve Studio на мощнейший компьютер на этой машине. Или это баг DaVinci. Так как мой крутейший ноутбук оказался бессилен перед DaVinci Resolve. На нем так и не установилось это. Итак, все успешно установлено. Пробуем. Запускаем DaVinci Studio. Ключ установлен. Поэтому checking license. Посмотрим, как он заработает здесь. Открылись старые проекты, создаем новый. И загрузим. Добавим локации. Съемки сурсы. Так, при этом какое разрешение у нас? Full HD, да? Ставим полное. Ну, хотя бы. Ну, вот Я Гранов, такое. сын Игрокова, наследник Лондона. В принципе, придавились чуть-чуть. Вот, перебрал я их. Ну что, у нас работает ли у нас? Я Гранов, сын Игрокова, наследник Лондона. Вот покадрово, но тем не менее происходит вывод. Карта не зависает. Программа все отрабатывает, то есть шумодав работает. Что можно сказать? На этой машине это все потащит. Работаем немножечко RAW. Приберем и цветовую температуру сделаем потеплее. Посмотрим, что получится. Начали. Я Гранов, сын Игрокова, наследник Лондона. Да, это значит, это ускорить. Получается, для
DaVinci Resolve Studio и использование шумодава нужна супер мощная машина. И снова добрейший вечерочек. Итак, что нам удалось выяснить, это то, что DaVinci Resolve требует очень хорошего железа, то есть видеокарты с минимумом 3 гигабайта оперативной памяти и довольно-таки шустрые, то есть если мы говорим об NVIDIA. Как работают другие карты, я вообще не понимаю, работает он с ними или нет. То есть это такая, если вы покупаете DaVinci Resolve Studio, то рассчитывайте на крутое железо. Но что можно сказать? Она стоит своих денег, потому что позволяет работать с высоким разрешением и с тем, что обладает отличным шумодавом и другими функциями, отличными эффектами. То есть все открыто, все используется. Единственное, что стоит ли ее покупать? То есть, возможно, есть взломанные версии, то есть, которые можно использовать. Мне она досталась прямо с камерой, поэтому дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Но можно сказать однозначно, если вы берете камеру Урса или другие камеры Blackmagic, то они подразумевают обработку последующего материала. То есть без хорошего программного обеспечения здесь совершенно никак, поэтому оно и дается камерам. К тому же шумодав хороший здесь сделан не случайно. Дело в том, что все камеры Blackmagic очень сильно шумят. И особенно это относилось к первым поколениям камерам, это и Cinema камера, и Production камера, поэтому фирма Blackmagic решила выйти из ситуации, то есть не совершенствуя аппаратные средства камер, а добавив к ним хорошую программу обработки. Тем более, все равно, снимая в RAW или даже в ProRes, для вывода окончательного видео приходится поработать с обработкой. Если вы не хотите обрабатывать, не связывайтесь с Blackmagic, покупайте Canon или Sony, или какие-то аналогичные, или Panasonic там GH4, где можно сразу без обработки в камере накрутить настройки и получить видеоизображение. Но это опять же будет видео без намека на какую-либо киношность, изображение без широкого динамического диапазона, без всего того кайфа, что дает Ursa или другие камеры Blackmagic. То есть это более такое серьезное решение. Это не камера для съемки репортажей и не программа, чтобы быстро на коленке смонтировать какой-то видеосюжет, как Vegas. Это программа, которую нужно изучать, нужно относиться к ней с уважением, работать и снимать видео, создавать фильмы, клипы, то есть с очень хорошей кинематографической цветокоррекцией, то есть используя все преимущества RAW. То есть Blackmagic в этом плане постарался. Что касается самого решения Studio программы, она не слишком отличается от бесплатной версии, но тем не менее, то есть такая вещь, что поэтому можете использовать и бесплатную, если не хотите выводить видео в более высоком разрешении, то есть более 4К. Программа, ну и решение лицензии сделано очень интересно. То есть ключ вынимаешь, программа работать перестает. То есть сейчас она не будет не выводить ничего, то есть это видео. В конце концов покажет, что лицензионного ключа нет. Вот. Ну и просто без него, без донгла, без этого не запустится. То есть, но с другой стороны это удобно, что можно поставить одну и ту же копию программ на несколько машин. И, значит, потом, перенося этот ключ, можно использовать лицензию на разных машинах. Вот. Единственное, что бесплатная версия при этом не функционирует. Необходимо сейчас будет удалить эту и поставить поверх нее бесплатную, если мы захотим использовать ее без ключа. Вот такие вот дела. Тут уже выбор за вами, то есть использовать это программное обеспечение или не использовать. В любом случае это очень хороший бонус, так как отдельно программа стоит порядка $1000, 900 с чем-то. Здесь же, понимаете, она входит в комплект камеры. Я думаю, что это хорошее вложение, как бы хороший бонус. Она абсолютно обновляется с помощью интернета, то есть можно скачивать последние версии. Ключ действует для всех версий. Так что я думаю, что и дальше это обновление будет продолжаться, и этот ключ будет на всю жизнь. Посмотрим, как
это будет в дальнейшем. Попробуем. Я продолжу цветокорректировать материал и буду делиться опытом в своих следующих видео. Пока.